Всем привет, меня зовут Александр Лютиков, и на связь с нами из Омска выходит Александр Шлеменко. 15 декабря в Екатеринбурге он проведет свой 70-й бой в карьере. Поговорим о том, почему Шлеменко после 3 поражений подряд согласился драться с 27-летним действующим чемпионом Cage Warriors Йонасом Билштайном, который за последние пару лет трижды дрался с бойцами из России и всех троих победил. Узнаем, правда ли Александр намерен провести сборы в Дагестане и почему из его команды ушли 3 человека. Перед просмотром не забудьте подписаться на канал, если еще не подписаны. 13 октября у тебя был бой в США против Анатолия Токова. 15 декабря будет бой в Екатеринбурге против Йонаса Билштайна. Почему так рано? Может быть, стоило взять паузу, перезагрузиться? Знаешь, я говорил уже, еще раз говорю, я последним боем своим недоволен. Много было сумбура, много было... Короче, выступил я не так, как я могу выступать, и все. В целом, знаешь, я недоволен боем раз. Во-вторых, я в этом бою столе вообще никак не пострадал, не устал. От чего восстанавливаться? Знаешь, если бы меня там избили... Единственное, конечно же, что я не сделал, то, что не поменял весовую категорию. Это единственное. Пока. Потому что, если честно, равноценно перезагрузить карьеру нужно в другом весе. И все. Я хочу драться часто. Понимаешь? Я не могу, когда я дерусь нечасто. Это приводит к плохим результатам. Все мы их видели. Понимаешь? Я последние 4 года на Беллаторе, ты сам знаешь, и сколько подрался, и сколько нервов было, и так далее. Поэтому, мне это не нравится, мне это не подходит. Это моя карьера. Я готов драться часто, и я буду это делать. Я не заморачиваюсь, что нужно нулевые рекорды, нужно выстраивать так постепенно карьеру, смотреть, с кем драться, подбирать соперников и так далее. Может быть, и большинство так и рассуждает, но я никогда таким не был бойцом. Я всегда был просто обычным бойцом, который дрался, и как можно часто, чем чаще он дрался, тем было лучше для него. Поэтому я не собираюсь изменять своим принципам. Он так. В Новосибирске 24 ноября будет проводиться турнир, и его организовывает в том числе человек из Омска, Магомед Мирзамагомедов, турнир ветеранов спорта. И я слышал такую версию, что ты должен был выступать на этом турнире, ну, по крайней мере, не должен был, а тебе предлагали выступать на этом турнире в главном бою, вот с человеком, с которым в итоге будет драться Вячеслав Василевский после того, как ты не смог. Почему не смог? Почему не смог? Потому что организация RCC мне не разрешила выступать на таком коротком сроке. Они испугались, что у них может сорваться, что я получу травму. К сожалению, я не смог выступить. Да, я хотел и там выступать. Плюс я тебе больше хочу сказать, у меня не только была возможность выступить там. Я мог выступить на турнире Чак Лайдел с Тито Артизом против всем нам известного Хоузи. 3-й бой. Нет, смех смехом, но я тебе просто говорю то, что были возможности. Мое желание было выступить и в Новосибирске, и на РСС. Но, к сожалению, я не смог договориться с организацией РСС. Слушай, а у них турнир ведь в эти выходные, да, по-моему? У Лидела и Артиза. Но у них так же, как и у Маги. В одни и те же числа. И что бы ты выбрал? Турнир у Маги в Новосибирске или у Артиза и Лидела? Конечно же, скорее всего, у Маги. Здесь новосибирский турнир, во-первых, он для нас такой, можно сказать, родной, в первую очередь. Это Сибирь. Все-таки приятно драться, как у себя дома. Это первое. Второе, по подготовке, я уж не буду говорить, что проще. Понимаешь, лететь в Лас-Вегас на бой, это только лететь, получается, часов 15, да, полета. Потом обратно лететь. Это намного сложнее было бы просто функционально перенести. А здесь, получается, выехал в соседний город, 600 километров, и ты уже в Новосибирске, по сути, как у себя дома. Никаких проблем вообще нет. Когда есть какая-то череда поражений и так далее, пытаются из нее выходить через такие бои, которые, для обретения уверенности или еще чего-то. Есть такая накатанная схема, я еще раз говорю, это на большей степени для тех, кто делает бойцов. Понимаешь, это признанный факт, как нужно делать бойцов, как нужно давать им узнаваемость, как их раскручивать. Сейчас, если ты посмотришь, в России все больше и больше таких бойцов появилось, и очень много ребят у нас следят за этим, заморачиваются, нулевые рекорды имеют хорошие. Лишь бы не проиграть, да? Конечно, да, лишь бы не проиграть, и потом смотришь, с кем они дрались, чаще всего
у них, ну, уровень оппозиции желал лучшего, можно так сказать, ну и так далее. Понимаешь, в моей жизни такого не было. Я как бы сразу же был брошен под танки. И как говорится так вот, знаешь, и до сих пор вот так вот и иду. Поэтому менять какую-то концепцию, ну, я не считаю нужным. Мгм. Вот это вот двукратная смена соперника, вот уже третий у тебя соперник. То есть Солдич был небольшого роста и левша. Но Асхим больше был, всех подходил, я да, думаю. Асхим был большого роста и левша. А сейчас Бельштайн такого Среднего роста, среднего роста и между правша, ними. и борец еще. Не, ну, конечно, если честно, понимаешь, мое согласие в большей степени было на бой в РСС. Почему? Потому что там была возможность выступить в промежуточном весе, плюс Мгм. против Роберта Солдича. Опять же, это, ну, как-то логически для перезагрузки больше мне подходило. Почему? Потому что более мелкий соперник, и, ну, и в принципе Но было, нокаутер бьющий. ну, понятно, но что теперь? В Ну да, моей я жизни, просто... думаешь, не было нокаутеров бьющих. Знаешь, сейчас вот многие специалисты посчитают, что я опять делаю неправильно. Может быть, я не спорю. Почему? Потому что нужно более грамотно относиться к выбору соперника, подготовке и так далее. Но опять же, я буду опираться, как и обычно, на свой опыт и на духовые качества. Ну просто вот в который раз ты соглашаешься вообще на всех, кого тебе дают, и тебя это уже подвело с Бруно Сильвой, когда ты изначально в М1 ведь тебе хотели привести Солдича, и привезли вместо мелкого Солдича огромного Бруно Сильву, и ты на него тоже согласился, вышел, ну и все видели, чем это закончилось. Вот не мог ли ты поставить прям жесткий вопрос перед РСС, чтобы тебе дали бой, ну вот там в 77 или в 80? Ну, может быть, и мог, наверное. Ну, я как бы, знаешь, как бы не хочу создавать, во-первых, проблемы людям. Ну, как я скажу, извините, ребята, то, что я выберу для себя соперника, что ли. Ну, и опять же, я говорю, это не в моих, так сказать, жизненных понятиях, можно так сказать. У меня нету такой репутации. Спроси у любого промоутера, кто со мной работал, или любой организацию. Это не только меня касается, да, всей нашей команды. У нас нету каких-то жестких запросов, каких-то проблем с нами. Поэтому мы бойцы. Боец, он должен драться. Неважно с кем. Выходи и дерись. Вот единственная просьба, которая у меня была, если соперник будет тяжелым, это пятираундовый бой. Почему? Потому что, ну, есть шанс у более легкого сохранить силы и отработать концовку, если что-то пойдет не так. Вот сейчас ушли из твоей команды 2 или 3 человека. Алексей Кунченко, Михаил Рогозин и Павел Гордеев ушел? Ушел. Ну, вроде да. Ну, напрягает ли, что начали уходить люди? Я сразу скажу, что я в этом ничего плохого не вижу. Ну, знаешь, тут надо конкретно разбираться. Если мы берем сейчас Михаила Рогозина, то, ну, я считаю, что его уход был более такой закономерный. Он хороший друг Ивана Штыркова. Просто когда Миша еще выступал, у них не было таких возможностей, которые у них появились в его городе родном. Ну, не было команды в Екатеринбурге. Ну, конечно, если мы берем других ребят, вот, тюменцев, то тут, конечно же, я по-другому к ним отношусь. Ну, если мы берем Мишу Рогозина, то, наверное, для его побед и для его выступления мы сделали не так много, как для вот этих вот ребят. Я имею в виду, наша команда, новый поток в первую очередь. И поэтому, ну, дело, конечно, каждого, знаешь, но ушли, что теперь? Вот ты упомянул тюменцы, их назвал. Они ведь пришли 3 тюменца к тебе. Кунченко, Гордеев и Нагибин, да? Ага. Почему Нагибин остался? Ну, это у него надо спросить, я же тебе говорю. Как бы мы с Тимуром поговорили, я понимаю прекрасно, я понимаю его сложность всей ситуации, потому что это его друзья, понимаешь, и я прекрасно понимаю, что им жить в одном городе, тренироваться, и я сказал Тимуру: Тимур, без обид, если ты уйдешь, уходи сейчас. Но Тимур остался с нами. Леша ушел, удачи ему, болеем его, поддерживаем. С нашей стороны, как мы его поддерживали, так и будем. А за него говорить я не могу. Что он там делает, как он делает, это его жизнь. Самое главное, что у нас остается преимущество, это наша система подготовки бойцов.
У нас еще очень много ребят. Это и Александр Осетров, это и Александр Подномарев, это и Алексей Шуркевич, это и Никита Балдабаев. У нас целая плеяда, и молодые ребята растут. И сейчас пройдет какие-то 5 лет и так далее, и вы посмотрите других бойцов, их будет много, поэтому нас нисколько это не расстраивает, и все нормально. У вас был семинар дагестанских ребят Магомеда Маликова и Абдурахмана Беларова, известного грэпплера. Как это получилось? Как это стало возможным? В Омске здесь есть глава диаспоры дагестанской, Шамиль. И он просто позвонил нам и сказал, вот ребята приезжают, хорошо бы было провести вот такой дружеский мастер-класс. Ну, мы с удовольствием согласились. Почему? Потому что, опять же, я говорю, мы никогда не против того, чтобы стать сильнее и лучше. Ну и опять же, у нас есть большая проблема, я много раз говорил, это непонимание друг друга, это разделяй, властвуй, что мы друг друга, как говорится, забили потихоньку, а наши враги будут радоваться. Я честно хочу сказать, что я почерпнул пользу от этого семинара. Я посмотрел какие-то моменты, мы с Абдурахманом немного поборолись, и это для меня только на пользу. Ясно. Магомед Маликов ведь пригласил тебя в Дагестан. Тоже хотелось бы и Шлеменко пригласить в Дагестан. Как думаешь, это возможно в ближайшем будущем? Не, ну если честно, я давно хотел приехать в Дагестан, чтобы своими глазами, как говорится, посмотреть. Я, получается, на Кавказе был только в Ингушетии, но, честно хочу сказать, остался доволен своей поездкой в Ингушетию. Мне там понравилось. И здесь бы хотелось просто съездить. Очень много есть разговоров, очень много есть и как их положительных, так и отрицательных. Охота своими глазами посмотреть. Тем более, знаешь, если возьмем мою карьеру, когда я еще не был профессиональным спортсменом, когда я выступал в РосНК команде по армейскому рукопашному бою, то в нашей команде, наверное, 80% было как раз у дагестанцев из Махачкалы. Мы постоянно были на сборах, постоянно тренировались, и хорошие жесткие спарринги, которые дали мне хорошую школу. Но ты не планируешь, да, вот какую-то конкретную дату, какой-то конкретный месяц? Ну, ты же понимаешь, что это сейчас сложно об этом говорить, потому что у нас, профессиональных спортсменов, все меняется очень быстро. Поэтому я знаю просто, что многие ребята меня поддерживают в Дагестане, многие болеют за меня, и мне пишут же тоже из Дагестана. Не только плохие комментарии пишут про меня, но и хороших много. Их к счастью, видишь, их счастью больше. И поэтому почему бы нет, почему бы не съездить, не посмотреть, как они тренируются, как они живут. Вот так. На этом все. Вопросы задавал Александр Лютиков. Обратите внимание на ссылку в описании и подписывайтесь на мой канал. Сейчас видео будут выходить значительно чаще.